Надеюсь, все-таки что-то изменится в нашей стране. Двигается с юго-запада вместе с военной операцией, я так надеюсь. Как у нас говорят на наших федеральных каналах. Убить и зарезать вроде одно и то же. Когда зарезать, то есть вариант, что, может, выживешь. Просто жизнь спокойнее. Массовое телевидение смотрите, что ли? Что для вас важнее – безопасность и стабильность или свобода, права и возможности? Я считаю, что должно всего быть в балансе. Почему? Потому что базовая потребность человека, она заключается в безопасности, и стабильность к этому примыкает. Но, опять-таки, у нас много сейчас всего происходит в мировом обществе, и мы, как частью этого общества, точно так же должны развиваться. Как вы думаете, с введенным 11-м пакетом и, наверное, не последним санкций, сможет ли наше общество развиваться так же, как и все другое мировое общество? Я думаю, да. То есть, как у нас говорят на наших федеральных каналах, что санкции крайне неэффективны по отношению к нашей стране. То есть, понятно, что в каких-то моментах там у нас появились трудности и нужно с ними как-то справляться, но я думаю, что действительно у нас какая-то такая уникальная среда, что А в чем наша уникальность и уникальность нашей среды? Я, честно говоря, на этот вопрос ответить не могу, но по факту у нас потихоньку забирают там все такие инструменты, привычные нам инструменты, то есть для жизни, но тем не менее, у нас еще не случился дефолт, то есть мы держимся. Конечно, возможности, наверное, они важны для меня, но скорее все-таки больше отношусь к первому варианту ответа. Как вы думаете, кто может обеспечить вам и вашему окружению, всей стране стабильность и безопасность в будущем? Не знаю, возможно, стабильное правительство, но, конечно, про нынешнее не буду особо ничего говорить, не хочу ни во что ввязаться и так далее. Надеюсь, в нынешнем может измениться и будет в лучшую сторону и в будущем. Думаю, да, если хорошие люди тоже придут новые, я ничего не имею против старых. Надеюсь, все-таки что-то изменится в нашей стране. Безопасность и свобода. Такой симбиоз. Как вы думаете, будет такое в России, если уже? Будет обязательно. Уже сейчас двигается с юго-запада вместе с военной операцией, я так надеюсь. Все, наверное, надеются. В данный момент стабильность и безопасность все равно. Почему? Я не могу вам ответить. Все, можно я пойду? Стабильность и безопасность или свобода, права и возможности? Нерепрезентативная выборка, свобода, безопасность, поддержанная правами и свободами. Одно без другого не бывает, равно так же, как второй ваш пункт, в чистом виде это анархия. Поэтому квинтэссенция и того, и другого. Все должно быть в меру. Как вы думаете, есть ли такое в России сейчас, и если нет, то будет ли когда-нибудь? В чистом виде такого нет не только в России, а нигде в мире, но судя по тому, что я вижу вокруг себя и то, что происходит, наверное, на данном этапе в России, среди европейских, скажем так, стран, этого больше, чем где бы то ни было. Все-таки и свобода и говорения, и выражения собственного мнения для простых граждан у нас, наверное, наиболее доступно и наиболее прозрачно. В части политики не буду говорить, я политикой не занимаюсь, но такое мнение. Какой-то странный вопрос. Стабильность, безопасность. Конечно, каждый хочет человек стабильности и безопасности. А свобода это что такое? Свободная осознанная необходимость, свобода? А свобода не может быть, она так В рамках государства должна быть свобода. Есть закон для этого. Я считаю, что у нас нормально. Безопасность и стабильность. Почему? Просто жизнь спокойнее. Просто спокойствие и все? Да. Спокойно на кладбище? Да. Разве к этому стоит стремиться? Не знаю, меня устраивает.
Я так уже давным-давно живу. Но, так скажем, сравнивая себя вольно или невольно с другими людьми, я прекрасно понимаю, что таких, как я, не такое большое количество. Это связано там и с воспитанием, с образованием. Сложность заключается в другом, что выбора как такового нет. Там есть определенное убеждение у человека, и вот, исходя из этих убеждений, он предпринимает какие-то шаги. А действительность сложилась таким образом, что у людей этот выбор фактически отняли. А в российской действительности, вот текущей, да, этот выбор, он либо отсутствует вовсе, там, либо он сужен до такого варианта, что там, а что ты выбираешь, там, тебя там съедят, там, например, условно говоря, либо там тебя убить или зарезать, например, да, там, а какая разница, там, убить и зарезать вроде одно и то же. Не, когда зарезать, то есть вариант, что, может, выживешь, конечно, а когда убить, это уже навсегда. То есть у людей, они в некой рутине находятся, и уже сознательно так ситуация повернулась, что есть такая общеизвестная шутка, да, что там в России крепостное право заменили на ипотеку, например. То есть такая же история, что, казалось бы, там те люди, которые там обучение, то есть, сейчас будем долго копать и понимать, там, до чего докопаемся, что все идет вот реально с детского сада. Когда детей с этого возраста им запрещают думать, и им просто навязывают какие-то, как будто бы выборы, какие-то решения, которые, собственно говоря, им не принадлежат. Что для вас важнее, безопасность и стабильность или свобода, права и возможности? Конечно, безопасность и стабильность. Какие права и о какой возможности можно говорить? Если у тебя нет денег, у тебя нет никаких возможностей. О чем вы? Что вы? Это самое массовое телевидение не смотрите, что ли? Чего не понимаете? Есть деньги, у тебя есть образование, есть у тебя связи, есть у тебя должность. Вот так. И социальные лифты не работают, к сожалению. А как же мы вот дальше будем жить? Вот новое поколение, молодежь? Я вот не знаю, как вы будете жить. Мне просто вас очень жаль. Вот вы там думаете, ваша свобода, ваша демократия. Да это вообще ноль. Мы ничего не знаем, что под этим скрывается, какие там подводные течения. И мы думаем, что у нас демократия. Никакой, извините за выражение, демократии нет. Вот я сейчас столкнулась с медицинским обслуживанием. Вот иду и думаю, ё-моё. Думаю, не была 5 лет, пошла. Ну и что, какие у меня были проблемы? Я с ними так осталась. Я вот 5 лет, а вы не были 5 лет? Это замечательно. Значит, у вас не было проблем. Просто я эти проблемы решала частным порядком, платным врачом. Безопасность, стабильность. Почему? Потому что тогда, когда есть безопасность, то, соответственно, все остальные структуры общества и как исходящие, они уже сами собой являются. Как вы считаете, является ли Россия таковой страной сейчас? Конечно. Почему? Потому что сейчас, вне зависимости от всех агрессоров, вне зависимости от всего того, что происходит, и вне зависимости от того, что Запад предпринимает попытки какие-то дискредитировать Россию, то все равно Россия держится и будет процветать.